хочу делать новогодний флеш-уход, так как уже до Нового года осталось буквально там считанные часы, и все хотят выглядеть хорошо и удивить праздничным столом, и самостоятельно удивить своим обликом. И плюс ко всему, мы же многим девчонкам, которые покупали Мезоформ Про перед Новым годом, дарили филлер-гель с фрагментированной гиалуронкой. Вот сейчас будет у нас как раз 15-минутная процедура, новогодний флеш-уход, как быстро придать коже свежесть, сияние, откорректировать морщинки и быстренько подтянуть контуры лица. Поехали. Сколько, ты говоришь, его занимает по времени? Ну, 15 минут. 5 минут будет занимать непосредственно работа с фрагментированной гиалуронкой. Я пройдусь по зонам, сделаю, да, носогубки, контур губ немножко освежу, под глазами, и можно еще сделать лоб. Это 5 минут будет на внедрение филлер-геля с Мезоформ Про. А потом я буду по праймер-гелю дальше уже работать с биполярного режима на подтяжку. Сейчас я нанесла тоник с АХ-кислотами. Так как у меня на лице был только крем. Да, правильно садимся. Правильно это как? Правильно, это спинка ровная, ножки тоже ровно, не скрещиваем. Тоник с АХ-кислотами, напомню, да, он улучшает проникновение фрагментированной гиалуроновой кислоты. Он как такой мягкий, деликатный пилинг, можно так сказать, только в виде тоника. Поэтому мы, когда тонизируем лицо, мы такое, как тампонирование такое выполняем в тех зонах, где будем делать акцент на внедрение фрагментированной гиалуроновой кислоты. То есть в данном случае у меня это зона носогубного треугольника. То есть я по носогубкам прохожусь, под глазками, можно верхнее веко, если нужно, подтягивать его. Ну и когда прорабатываете тоником лицо и шею, стараемся не смещать кожу. Ну, губы тоже. Так. Дальше включаем аппарат. Я манипулу уже продезинфицировала, украшения, естественно, металлические все я сняла. Напомню, что фрагментированная гиалуронка внедряется с отрицательного полюса. На аппарате ставим минус, 5 минут я оставляю по времени. Нажимаю кнопку старт, проверяем, чтобы рычаг был у нас здесь на минимум, рычаг интенсивности. У тебя прям действительно какой-то пресс-уход. Да, так, старт я нажала уже. И с минимума пока что начинаю внедрять гиалуронку. Плавно увеличиваю интенсивность, так как я уже процедуру делаю не первый раз. А, ты распределяешь ее не полностью всей площадью манипулы, а Да, уголочком? я уголочком, тогда не так быстро впитывается. Вообще, что касается внедрения фрагментированной гиалуронки, она по консистенции очень отличается от праймер-геля. Ну, те, у кого есть эта гиалуронка и праймер, они уже, наверное, знают, да, гиалуронка, она быстро впитывается, поэтому, ну, вот на половинку лица я нанесла ее и прорабатываю под углом 45 градусов. Держу манипулу. Да, кстати, что касается ощущений, мне нужно нанести капельку геля. На пальцы? Да, на пальцы, так как у меня тоже кожа на руках суховата. И теперь нужно снизить. О, другое дело. Да, это хорошее напоминание. Да, и вот там, где те зоны, которые вы больше всего хотите проработать. То есть принцип какой? Мы наносим гиалуронку, ну, филлер в данном случае, Да. не на все лицо, а зонально. мы наносим зонально. Но в моем случае это зонально. Мне не нужна гиалуронка на все лицо. Если хочется более интенсивного лифтинга, да, вот, ну, есть же у нас разные случаи. Если вот прям человек хочет сильный лифтинг, или он прям вот как безинъекционную биоревитализацию хочет, да, то филлер-гель наш с фрагментированной гиалуронкой, он как и биоревитализант, работает для неинъекционного заполнения морщин. Но в моем случае это вот зона вокруг глаз, зона носогубного треугольника. Ну и контур еще можно капельку маленькую взять. Вот, кстати, про губы скажи, пожалуйста, девчонки спрашивают.
Ну, скажем так, губы, здесь какая у нас история? Гиалуронка, она наполняет немного вот по контуру губ, и за счет того, что сам аппарат у нас работает, Mesoform Pro, да, мы получаем интенсивный приток крови, и губки, они больше наполняются. Плюс за счет воздействия на нервные окончания и на соединительные ткани, Mesoform Pro он снимает зажатость, вот, которая есть в области носогубного треугольника, и губы, они немножко как бы, ну, раскрываются, то есть убирается зажатость сама по себе, которая у нас у всех, в общем-то, зависит и от прикуса это все, поэтому не ждем мы, да, там какого-то грандиозного наполнения, но это эстетически выглядит очень симпатично. То есть манипулой как будто рисуем бровь, опять-таки под углом 45 градусов ее держим. То есть грандиозного наполнения мы не сделаем. Нет. Мы очень эстетически красиво ну, проработаем зону губ. Так, уже у меня подпиталась гиалуронка. Я немножко еще сделаю вот здесь вот лоб. Напомню, что у нас верхняя часть лица, она более чувствительная. И тоже тут по заломам идем, да, если, например, межбровкой нужно проработать, то делаем тогда вот манипула под углом 45 градусов, прорабатываем межбровку. Межбровка и, ну, вот из последнего, что глаза, под Да. глазами. Под глазами, под глазами я уже сделала, вот, я сейчас про межбровку уже говорю, да, и вот этот вот румянец, который у меня, в общем-то, есть, это нормально, мы усиливаем приток. Ну, в моем случае это какая-то складка здесь собирается, поэтому я здесь так интенсивно прорабатываю и могу уже переходить на вторую половинку лица. И я надеюсь, видно сейчас хорошо, примерно сколько у меня уходит на одну процедуру геля. То есть я сюда где-то взяла пару нажатий, да, вот на носогубку под глаз и сюда буквально полкапельки. То есть это в среднем где-то был 1 мл и на вторую половинку лица 1 мл. То есть флакона 30 мл хватит примерно на 10 процедур, если вот так вот, как я сейчас демонстрирую. А сам вот, что касается движений, да, вот это они такие уверенные, чтобы понять алгоритм, как это все Алгоритм, происходит. смотрите, вначале я распределяю гиалуронку линейно, а дальше как зигзагообразно, как будто я, у меня уже закончилось время, сейчас я добавлю, как будто я пытаюсь ну, размять эту морщинку манипулой нашей. Мне нужно немножко геля на кончик. Круговые движения. Да. Да. Хорошо прорабатываем височную область, да, это касается вообще вот лучики у глаз, то есть и спазм этот, который образуется в области круговой мышцы глаза, он может передавать и отечность векам нижним, как правило, и опять-таки, ну, такая мелкая сетка под глазами образуется за счет того, что вот височная мышца, она спазмирована, поэтому прорабатываем ее хорошо. И напомню, что да, стараемся делать правую сторону лица правой рукой, а левую сторону лица левой рукой. Слегка как поднимаем хвостик бровки сейчас. Но это все сейчас мы делаем в режиме минус, правильно? Да, да, гиалуронку фрагментированную мы внедряем только с минуса. И если вдруг вы и забыли, например, да, то на этикетке такая есть у нас подсказка, можно посмотреть. По крайней мере, в бьюти-гиде точно есть такая подсказка. Да, и на этикетке тоже. Так, что еще хочу сказать про гиалуронку. Если у вас совсем там мало времени, да, только 10 вот минут у вас есть для того, чтобы сделать процедуру, то можно гиалуронку просто вбить в конце после процедуры. Быстренько сделать с мезоформом процедуру по праймеру. То есть ты имеешь в виду сделать по стандартному протоколу, ну, по такому же, как лимфодренаж, например, Да, да. который у нас есть. Да, Видео 10 вид- минут. Угу. Да, и после этого смыть праймер и вбить зонально гиалуронку кончиками пальцев. Или как мы вбиваем? Да.
кончиками пальцев на все лицо. Вот у нас, кстати, на прошлом бьюти-девишнике одна из наших участниц, она именно так и сделала. То есть мы сделали стандартно вот наш протокол из бьюти-гида лимфодренаж, который называется. И в конце она гиалуронку попросила вбить не просто вот зонально под глаза, она говорит, я хочу прочувствовать ее, как вот на все лицо она работает для лифтинга. Тогда нужно взять капельку побольше, вот примерно там 1,5 миллилитра, быстро распределить на лицо, вбить до полного впитывания и сверху нанести крем. И лифтинг чувствуется колоссальный. То есть, ну, это если вот прям ускоренная такая программа будет. То есть 2 варианта. Но лучше же, конечно, фрагментированная гиалуронка однозначно работает с гелем. То есть повышается вот количество, да, вот в процентном соотношении внедрения фрагментированной гиалуронки. То есть это у нас как безинъекционная мезотерапия. Ты имеешь в виду с аппаратом? Да, да. Еще маленькую капельку с этой стороны по контуру губ я пройдусь. То есть вот 5 минут у меня таймер сработал, да, ну потому что я еще разговариваю на самом-то деле. А если вот собраться, то реально 5 минут. Ну, у меня где-то минут 7 получится сейчас. Как будто усики рисуем. Так. Дальше меняем режим, ставим биполярный. На всякий случай добавлю время. И работаю уже непосредственно на подтяжку. Я продолжу эту же сторону делать. Биполярный это... Биполярный это, да, плюс-минус. Это то, что у нас на подтяжку. Сейчас я равномерным слоем распределяю праймер. Напоминаю, что вначале его нужно взять достаточное количество, чтобы потом сосредоточиться непосредственно на процедуре, на подбородок и сюда. И моделирующее движение с легкой фиксацией. Четыре линии выполняем и фиксируемся у крыла носа, как будто поднимаем скулу. Дальше под подбородком, на подбородке, к мочке уха и уходим вниз. Так повторяем 5 раз. Фиксация примерно сколько? Точка. В среднем где-то там 1,5 секунды, наверное. Для того, чтобы, да, вот снять этот спазм в мышцах. Немножко их привести в нормотонус. Третий раз делаем. Ну и стараемся, да, вот прочувствовать этот момент, как мы на место ставим мышцу, моделируем скулу, подтягиваем уголок рта, носогубную складку разглаживаем. И укрепляем контуры лица. Еще раз. Снимаем спазм в жевательных мышцах, да? Проверить, где она находится, открыть нужно рот. И вот здесь вот прощупать она как под скулой. Несколько таких лимфодренажных движений под глазом. Еще разочек пройдемся по носогубной складке. Ну вот у меня, кстати, вот да, обычно все спрашивают, у меня где-то вот на 2,5 сейчас интенсивность выставлена.
Больше тройки я себе и не делаю, а на лоб это будет много, соответственно, на лоб нужно будет снизить. Вот, со вторым подбородком еще девчонки спрашивают, как вообще, как делать, что Манипулу, сделать. да, что касается именно укрепления вот этой зоны, нужно манипулу поставить вот всей поверхностью и как будто подбородком упереться в эту зону и протянуть к центральной части подбородка, уже где вот, да, вот в костную ткань, как говорится, упереться, и к мочке уха уйти, и повторяем так несколько раз. Если, смотрите, на самом-то деле, когда мы делаем процедуру, мы же все очень индивидуальные. И вот время, которое я выделила сейчас на стоп нажму, время, которое я выделила, например, 5 минут на левую сторону и 5 минут на правую сторону, вот в биполярном режиме, его можно поделить, разграничить. Если вы хотите больше проработать нижнюю треть лица, соответственно, вы можете акцент сделать на этом участке, а меньше поработать уже с зоной век. Ну, у меня примерно это равномерно распределяется. Ну, с веками может быть чуточку меньше, больше вот как-то со щеками, вот, потому что верхняя треть лица, она более, ну, так скажем, более интенсивно поддается, то есть меньше нужно усилий прилагать для того, чтобы там подтянуть брови, потому что там у нас ближе расположена кость, и, соответственно, мышца лучше фиксируется на костной ткани и, ну, быстрее реагирует, когда мы начинаем выполнять какие-то программы ухода с Мезоформ Про. Что касается контуров лица, здесь нужно приложить больше усилий и нужно сделать больше процедур. Ну, я думаю, для старта это как минимум процедур 5-7 должно быть. Так, мы продолжаем. Я перехожу на верхнюю треть лица, интенсивность поменьше делаю, нажимаю старт. Капельку праймера на манипулу, естественно, мы на лоб берем поменьше. Под бровь. И вопрос. Да, Вот, да. пока ты распределяешь гель, вот девочки часто очень задают его, кто хочет, ну вот кого волнует проблема век, да, укрепление верхних век. Ну, обычно что это? Какие-то кожевые мешки, да, или склонность к ним, да, и укрепление верхних век. Вот нет манипулы для деликатных зон в индивидуальной версии. Как же с ней работать? И можно ли с ней, хватит ли ее, чтобы что-то сделать? Вот, Однозначно хватит. Что касается грыжевых мешков, однозначно нужно начинать с процедуры лимфодренажа. Она у нас в бьюти-гиде прописана. Таких процедур нужно сделать, опять-таки, там, кому 3, кому 5, кому-то, возможно, нужно сделать весь курс только с этой процедурой, да, все зависит от степени выраженности этих грыжевых мешков. Что касается вот этой процедуры, которую я делаю сейчас, да, и манипула у меня наша стандартная, которая Constant Magnetic называется, ею очень удобно делать процедуры самостоятельно и на всем лице, и включая верхнюю треть лица. Для того, чтобы проработать какие-то вещи, ну, скажем так, более деликатные, то есть, например, вот по костному краю орбиты, по верхнему веку пройтись и по нижнему, можно как всей поверхностью манипулу прикладывать к векам, так и разворачивать ее под углом 45 градусов и как маятник вот поскользить немножко по кости, да, и, соответственно, это даст возможность вот бровки подняться. То же самое, что я демонстрировала вот манипулой для деликатных зон. В данном случае вот можно сейчас прорабатывать под углом 45 градусов. А вот точечную фиксацию ты еще показывала. Да, сейчас мы к точечной фиксации придем. Напомню, что подтяжку мы начинаем делать с кончика носа. И что касается точечной фиксации, в общем-то, она у меня вот уже, наверное, и была, просто я ее не проговорила. То есть первая точка фиксации, она у нас начинается вот с начала бровки, с внутреннего угла брови. Дальше мы перемещаемся на среднюю часть бровки. Я сейчас вот у меня, насколько, на 1,5 стоит, я ощущаю такую легенькую вибрацию. Но опять-таки это все очень сильно индивидуально. И мы вот прижали, да, бровь, как на место ее ставим, и немножко протянуть нужно к волосистой части головы. Тогда мы снимаем опять-таки спазм, если у кого есть горизонтальные морщинки на лбу, это позволяет вот расслабить круговую мышцу и, соответственно, поставить ее назад вместе с лобной частью затылочно-лобной мышцы.
И в височной области также, да, вот где вот у нас хвостик бровки, тоже мы немножко фиксируемся и протягиваем к волосам. И обязательно это лимфодренажное движение вот под глазом. Оно у нас идет от внутреннего угла глаза к наружному. Еще разочек пройдемся. То есть мы и укрепляем верхние веки, и убираем вот признаки усталости в области вокруг глаз. Да? У кого-то это нависают верхние веки, у кого-то ну, просто как грустный взгляд, как будто вот очень устал человек, хотя он и поспал нормально, и поел, и, в общем-то, очень бодро себя чувствует, а взгляд слегка грустный. Вот. Еще что хотела сказать, те люди, которые очень много проводят время за компьютерами, это бухгалтеры, да, там, айтишники, вот, соответственно, эта процедура, она позволяет вот уменьшить усталость в области вокруг глаз, потому что сами по себе импульсные токи, которые в маникуле констант магнетик идут, они опять-таки нормализуют деятельность связок и мышц круговой области вокруг глаз, и, соответственно, глаза, когда мы за компьютером сидим, устают меньше. Возможно, это не прям с первой процедуры будет ощущаться, но после третьей-пятой процедуры будет чувствоваться уже очень хорошо, что глаза устают меньше. Так, я сделала пол лица. Что я чувствую? Ну, во-первых, я чувствую уже лифтинг. Вот у меня это ощущение, как обычно показывают девчонки у нас после бьюти-девишника. Я сейчас тоже это хочу продемонстрировать, как мы это показываем, да, то есть у меня такое ощущение, что эта сторона уже, она вот прям пошла вверх. Я не знаю, видно это в кадре или нет. Я буду продолжать делать вторую половину лица. Напомню, что филлер я уже внедрила, мне осталось поработать только на подтяжку по праймеру. А посмотри сейчас вот на меня прямо. Могу снять остатки праймера. Он не блестит. И здесь аж расслабилось все. Продолжаем. Распределяем праймер. А как часто ты вот сама делаешь, сама добавляешь филлер, если делаешь процедуру? Хороший, кстати, вопрос. Я не в каждой процедуре использую филлер. Я его использую, ну, раз в месяц или 2 раза в месяц, если мне нужно что-то вот где-то выступать, скажем так. Все остальное время я использую филлер-гель в повседневном уходе. Я его использую по утрам. То есть я, например, ну раз там в 2-3 недели делаю процедуру с филлером, но я при этом делаю вот процедуру, как у нас прописан протокол в бьюти-гиде, называется он фейслифтинг, вот прям с энзимной ревитализирующей маской. Я потом еще мист добавляю, то есть это мой любимый протокол, мы обязательно его тоже снимем. Он, конечно, по времени не занимает 15 минут, он у меня растягивается на подольше, но это шикарная такая программа. Так, что я делаю? Я делаю подтяжку, немножко заболталась. Вот. И все остальное время я просто поддерживаю депо фрагментированной гиалуронки после процедур в повседневном домашнем уходе. То есть, что это значит? Я по утрам, после того, как умылась, вбиваю гиалуронку по зонам. Это носогубки, морщинки вокруг глаз, ну и, возможно, немножко на лоб и на шею. То есть ты просто вбиваешь на очищенное лицо кончиками пальцев до полного впитывания? Да. И потом наносишь крем? Да, обязательно крем в конце, сатин, он очень легкий, на него ложится прекрасно любая декоративная косметика, либо пудра, либо тоналка. Можно и без этого обойтись, потому что лицо выглядит очень хорошо. После сатин крема оно не лоснится, не блестит. А смотри, я вот слышала еще такое мнение, девочки говорят, что гиалуронка скатывается. Значит, они либо смыли, это если утром наносят или как? Ну вот если наносят под крем. Какой крем? Если под наш крем, не скатывается. До того, как у нас появился сатин-крем, у меня был французский кремчик один, вот наша гиалуронка, она также с ним не сочеталась. И еще я такой вот момент слышала от девчонок, которые, скажем так, наносили им профессиональный крем,
Вот, там также скатывалась гиалуронка. То есть это зависит от средств. Если говорить про наш сетин-крем, то с ним она сочетается великолепно. Ну, я могу предположить еще, что количество гиалуронки имеет значение. То есть ее должно быть совсем маленькая капелька для того, как... Да, я в конце покажу примерно, сколько вот я по утрам ее беру, то есть ее не нужно много, я не наношу ее на все лицо, я буквально зонально, быстренько вбила, и это, ну, не усложняет, скажем так, сильно жизнь, да, это недолго, это раз, и все готово, просто перед кремом добавить акцента. Анастасия, серьезно. Да, я ж хочу как-то, да, вот продемонстрировать все-таки возможности Мезоформ Про, что не обязательно там растягивать процедуры, потому что, ну, я знаю, девочки некоторые любят растянуть удовольствие с Мезоформ Про, но главное в этом всем регулярно делать процедуры. Ну, кстати, у нас был очень классный такой вот момент, когда девочка вот прямо она говорила, что делала лимфодренаж, вот как у нас прописано, по 10 минут через день. Вот она когда по утрам находила время, и 10 минут, вот все прям как по протоколу. 5 минут с минуса, 5 минут биполярно, она прорабатывала, это очень здорово работает. Конечно, наши протоколы, которые мы такие вот делаем, они немножко по времени растягиваются, но 15 минут и ложится очень даже. А что тебе больше всего нравится именно в этом уходе? В том, который ты делаешь сейчас? Ну, то, что, во-первых, он быстро делается, да, потому что, ну, не всегда есть возможность там целый час посвятить этой процедуре, это я прекрасно понимаю. А здесь быстро, то есть тоник с АХ-кислотами 2 минуты, на филлер-гель 5 минут и на проработку уже с праймер-гелем в биполярном режиме для того, чтобы нормализовать тонус мышц, мы потратим еще там минут 10. Я не останавливаюсь. Я не останавливаюсь, я зафиксировалась. Надолго. Но у нас сейчас уже 27 минут. Ну, потому что я разговариваю. Это уже какой раз? 5-й, наверное, прорабатываю. Сейчас будем переходить на верхний треть лица. То есть, а кроме быстроты, что-то тебя еще будоражит? Ну, насчет будоражит не уверена, мне просто очень нравится, как работает филлер-гель. Вот в начале с Мезоформ Про, тот протокол, который я описала, да, что есть возможность филлер-гель использовать и с Мезоформ Про, и просто поддерживать всю эту красоту, укреплять кожу и заполнять морщинки уже без аппарата, когда, да, вот по времени нужно все это сочетать. В общем, если подытожить, да, то мне нравится в этом протоколе то, что фрагментированную гиалуронку с филлер-гелем, да, вот, которая у нас филлер-геля идет, можно использовать и с аппаратом, вот протокол, который я сейчас вот, о нем рассказываю, и в повседневном домашнем уходе. То есть это позволит вообще коже выглядеть шикарно и не прибегать к каким-то там радикальным методам. То есть это естественное наполнение кожи, без боли, лучения, плюс как бы с акцентом на мышцах. Это самое главное. То есть мы помимо того, что внедрили гиалуронку сейчас с Мезоформ Про, поработали на качество кожи, то есть разгладили морщинки, заполнили, где-то лифтингу придали, ну, например, вот веком, да. И параллельно я еще снимаю спазм, запускаю лимфодренаж. То есть на сегодняшний день аналогов вообще нет. Это протокол есть такой только у Мезоформ Про. А у нас теперь уже и новогодний флеш-уход. Еще буквально несколько проходов,
и в принципе можно уже будет смывать остатки средств. И я обязательно же вот покажу в конце, как вообще, какой возможен домашний уход, как поддержать, да, вот мы сделали программу ухода, там раз в 2-3 недели, это если вот, да, такая ситуация примерно, вот как у меня, да, нужно проработать какие-то вещи зонально только, а потом поддержать. Это все можно очень хорошо в программах домашнего ухода. Так. Выключаем аппарат. Как ты вообще себя ощущаешь? Я шикарно ощущаю. Вот я сейчас умоюсь, и дальше я расскажу, как поддержать результат, которого мы достигли после новогоднего флеш-ухода. Я еще хочу сказать, да, что вот появляется плотность кожи за счет второго физического фактора, который вот у нас есть. Это дает дополнительную плотность кожи. Опять-таки, вот я, ну, как практикующий косметолог, я же могу сказать, да, что я не видела такой вот плотности после одной процедуры. То есть это очень здорово и классно, и этот эффект его нельзя сравнивать ни из каких процедур профессиональных, потому что это какая-то вот такая натуральная плотность, которую ты не добьешься ни массажами, ни какими-то нагревающими процедурами. Это работает в тандеме два наших физических фактора. И дальше самое интересное, то есть вообще, как я вам? По-моему, ты хорошо. По-моему, хорошо. Мне тоже нравится. И дальше у меня идут 3 средства. Ну, про филлер-гель мы уже говорили. Про кремчик я чуть-чуть рассказывала. И я сегодня практически ничего не говорила про мезомист, клеточное восстановление. Это мой один из любимых препаратов. Я его использую курсами и также рекомендую вам использовать его курсами. Прям вот прописанный протокол ухода на этикетке, но что я могу сказать? За буквально 3 применения, это утром и вечером я имею в виду, то есть вот сегодня утром распылили, сегодня вечером распылили еще и завтра с утра. И вот за таких вот 3 применения уже будет кожа сиять, будет наполнение идти, она разглаживается, она напитывается, устраняется сухость, стянутость, какой-то дискомфорт, возможно, который есть на коже. У кого-то это может быть жирность, у кого-то сухость. Потому что все нормализует данный препарат. И вообще, ну, девчонкам, вот, которые мы на бьюти-девишниках же постоянно его применяем в конце программы ухода, всем очень сильно нравится, потому что кожа просто на глазах преображается. Распыляем облако. Ждем, пока впитается. Несколько минут. Потом распыляем 2-й раз и 3-й раз. И вот 3-й раз, когда кожа еще слегка влажная, я буду наносить гиалуроновую кислоту, которая у нас с филлер-гелем идет. Ждем, пока впитается. А что там такое волшебное с мистом? Здесь вообще идет запатентованная технология наночастиц, которые вообще нормализуют все процессы в коже. И то, что вот некоторые вообще, скажем, не то чтобы некоторые, то, что вот называется у нас инъекционная мезотерапия, вот это вот доставка тех же компонентов, которые используют при помощи внедрения инъекционных методик, здесь все внедряется без иглы. То есть мелкие частицы проникают самостоятельно в глубокие слои кожи, реконструируют ее изнутри, кожа работает нормально, все разглаживается, наполняется, и есть ощущение, ну, да, что вот прям вот кожа как обновляется слегка. Я не скажу, что там прям какое-то колоссальное омоложение, это, конечно, не машина времени, но обновление кожи есть, то есть она преображается, она начинает вот это вот, да, вот как глянцевая такая кожа, вот как с модных журналов, звезд Голливуда. Вот это отдает все мезомист. Так, можно 2-й раз распылять. Ну, я смотрю, что у тебя ты тоже глянцевая, очень симпатично. Да, это мы же продолжаем говорить о том, как поддержать эффект, которого мы достигли при помощи процедуры новогодний флеш-уход. Это у нас на 1-м месте мист. Кстати, я еще забыла сказать, что он как проводник работает, да, то есть вот я когда использую фрагментированную гиалуронку, я вначале распылила мист,
подождала, пока впитается, потом вбила гиалуронку. И вот мист, он способствует, он как проводник работает, он за собой в глубокие слои кожи протягивает фрагменты гиалуроновой кислоты. И, соответственно, вот это вот наполнение кожи, оно идет, и эффект, которого мы достигаем после процедур с Мезоформ Про, просто он держится, ну, у меня, я же говорю, это где-то дней 7. Но я все-таки напомню, да, девчонки, вот, которые у нас с Мезоформ Про, пожалуйста, напишите, сколько держится по времени эффект у вас после одной процедуры. Попросим. Да. Так, то есть еще раз, если коротко, да, вот протокол поддержания процедуры, например, мы делаем, все делаем правильно, там, как положено, поддерживающий уход. Вот. Что касается завершающего ухода, и еще имею в виду, что у нас не везде доступен крем, не во всех странах и регионах. Но крем может быть свой, в принципе, поэтому очень спокойно можно сочетать мист и фрагментированную гиалуронку филлер геля, которая у нас находится, и, в общем-то, крем наносить свой. Просто гиалуронки рекомендую первый раз брать вот поменьше, потому что все любят очень щедро намазаться изначально, и потом, конечно, может быть вот ощущение, что что-то вот лишнее было. Но если вот я просто покажу, сколько нужно брать его вообще в идеале, чтобы нанести на зоны, которые, в общем-то, у нас необходимо проработать. Ну, в данном случае, как правило, большинство людей это зона носогубного треугольника, это веки, вот нижние, можно чуть-чуть по верхней проработать, и зона лба. И третий раз я распыляю мист. И на влажное лицо будем наносить филлер гель. И тогда вообще геля нужно, фрагментированной гиалуронки, филлер геля, нужна совсем маленькая капелька. Примерно вот так. Вот у нас совсем, это я даже не знаю, сколько здесь. Чуть-чуть. Какой был буд обязательно. Под глазки и остатки носа. Аккуратно, да, деликатно, не смещая кожу, распределяем по этим же зонам. И дальше вбиваем до полного впитывания. Кстати, вопрос по поводу того, что скатывается гиалуронка. Вот про количество, да, мы уже сказали, не берем много, берем капельку. Это первый момент. И второй момент, возможно, не довбивали полностью и начали наносить крем. Тогда также может быть такая вот история. То есть нужно вбить полностью, как будто промять каждую там морщинку. Когда прорабатываем под глазками, да, вбиваем, то стараемся смотреть наверх, но лоб при этом не напрягаем. Ну, то есть, если мы сделаем таких программ, такой мини-курс, там 2-3 процедуры с интервалом в один день, то вообще не. Это мы про новогодний флеш-уход говорим. Это вообще будет просто шикарная программа. Вот. И, возможно, в каких-то определенных случаях такую программу нужно и повторить, и закрепить несколько раз. Да? То есть, если хочется более интенсивно проработать носогубные складки, либо морщинки вокруг глаз, либо на лбу разгладить, то, конечно, таких программ нужно выполнять больше. И накопительный эффект, он есть всегда. Это да. Или вообще, чем он тебе нравится? Ну, во-первых, это новогодний флеш-уход, он мне нравится уже тем, что он новогодний, соответственно, это что-то быстрое, яркое, как вспышка, праздники, вот такой же, вот, в общем-то, и этот новогодний уход. Соответственно, то, что филлер-гель с фрагментированной гиалуронкой я использую вместе с Мезоформ Про, это первый и
важный аспект в этой процедуре, да, потому что фрагментированная гиалуронка, она и сама по себе работает очень хорошо с морщинками и для лифтинга кожи, но с аппаратом ее эффект, он усиливается в разы. Соответственно, эта программа, она придает более интенсивную такую свежесть, сияние кожи. И, в общем-то, второй немаловажный момент – это то, что эта процедура занимает мало времени. Это очень важно, учитывая то, что многие девчонки вот перед новогодними праздниками заняты, либо если нужно быстро, не обязательно это перед Новым годом делать, если хочется быстро преобразиться, вот буквально там каких-то 20 минут, 15 есть, эта процедура, она просто идеально вписывается в рамки суперзанятых девчонок. То есть 15 минут, 5 минут мы поработали на внедрение филлер-геля с фрагментированной гиалуронкой, дальше мы по праймеру сделали подтяжку. И эффект говорит, по-моему, сам за себя. То есть лицо свежее, все подтянуто, разглажено, и, в общем-то, эта процедура достойна очень сильного внимания, и я очень хочу, чтобы девчонки уже начали делать эту процедуру вот прямо сегодня, особенно те, кто уже получили филлер-гель в подарок, вот. И потом напишите нам отзывы, как у вас получилась эта процедура, как вам вообще легко было ее выполнять, или все-таки были какие-то вот сложности и что-то было непонятно.